Самый малочисленный коренной народ Севера – энцы. Сегодня их насчитывается не более 300 человек. Живут они в Красноярском крае, на западе Таймырского, Долгано-Ненецкого региона. Долгое время их язык считался диалектом ненецкого, а письменности не существовало вовсе. Традиционно энцы жили в чумах и охотились на диких оленей. Вместе с православием у них сохранился культ почитания природы и вера в духов-помощников. Из поколения в поколение они передают народные мифы, сказки и предания о могучих богатырях-оленеводах, которые странствуют по миру, чтобы добыть себе богатство и найти жену. Они борются с врагами и побеждают великанов-людоедов. Как такому малочисленному народу удается сохранить свою культуру и язык? Как у них распределялись социальные роли, что ели и что носили энцы? И что общего между ними и нганасанами? В ближайшие несколько минут вы узнаете ответы на все эти вопросы. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на YouTube-канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере, о природе Ямала, быте кочевников-оленеводов, а также удивительных и порой невообразимых фактах о нашем с вами доме – планете Земля. А еще у нас появился канал в Вайбере, где мы рассказываем о главных новостях Ямала и Арктики. Подписывайтесь, ссылка в описании к этому видео. Мы начинаем. Первое упоминание об энцах относится к 15 веку. Тогда их называли монголзеи. Это слово возникло от названия энецкого рода Манкаси. Этот род входил в группу лесных энцев или карасинских самоедов. Так они назывались, потому что кочевали по лесной территории и платили ясак в карасинское зимовье. Ясак – это натуральный налог. Он существовал в России с 15 до начала 20 века. Ясак выплачивали народы севера. Обычно его отдавали пушниной, например, соболями, лисицами, бобрами. Сами лесные энцы называли себя пэбай. Вторая группа энцев – тундровые или хантайские самоеды. Они платили ясак в хантайское зимовье и сами называли себя сомату. Примерно 2/3 от всех энцев жили в тундре, остальные – в лесу. Место кочевья определило особенности и различия этих двух групп. Так, материальная культура тундровых энцев близка к культуре нганасан. В народных сказаниях даже сохранилось выражение «ваша одежда от нас». Так энцы подчеркивали свое родство с нганасанами. Кроме того, они имеют похожее устройство жилища и конструкцию нарт. В то время как на культуру и жизнь лесных энцев большее влияние оказали жившие по соседству ненцы. Более того, до середины 20 века язык энцев считался диалектом ненецкого. На самом деле у энцев своя лексика и устройство языка. Он включает два диалекта, которые значительно отличаются друг от друга – тундровый и лесной. Долгое время язык оставался бесписьменным. Только в 1986 году лингвист Наталья Терещенко опубликовала проект энецкого алфавита, взяв за основу лесной диалект. С тех пор этот алфавит используют в энецких публикациях газеты «Таймыр» и при издании фольклорных текстов. Сегодня на энецком языке говорят только несколько человек. Все они – представители старшего поколения. Чтобы дети не утратили язык, в школах Таймыра проводят уроки и даже выделяют несколько дней, когда учеников полностью погружают в языковую среду. Основное традиционное занятие энцев – охота на северного оленя. Кроме того, охотились на пушных животных. На Енисее ловили рыбу. Отсюда и особенности рациона. Энцы употребляли в пищу свежее и мороженое мясо, летом – свежую рыбу. Из нее также делали рыбную муку – порсу. А еще сушили впрок. Такая вялено-сушеная рыба называется юккола. Эти заготовки могли храниться всю зиму. Традиционно энцы жили в конических чумах, похожих на жилище нганасан. В 30-х годах прошлого века они переняли у долган нартяной чум-балок. Большинство современных энцев перешли к оседлости и живут в основном в стационарных поселках. Традиционная одежда отличалась. Лесные энцы носили ненецкую одежду, тундровые – как у нганасан. Основу костюма составляла парка, глухая у мужчин и распашная у женщин. Шили ее из оленьих шкур, а подол подбивали собачьим мехом. Мужскую парку дополняли штанами, а женскую – комбинезоном. Сегодня традиционная энецкая одежда не используется, и увидеть ее можно скорее в музеях или на народных фестивалях. До начала 19 века энцы жили родовыми стойбищами. Вместе они охотились на диких оленей и пасли домашних. Позже стойбища стали меньше по численности, и жить в них могли не только родственники. Главную роль в обществе играл мужчина. На нем лежала ответственность за обеспечение материального благополучия всей семьи. На плечи женщины ложилась вся домашняя работа – приготовление еды и шитье одежды. Семьи у энцев были небольшие. При рождении ребенку давалось имя-прозвище, связанное с его внешностью или обстоятельствами рождения. Позже его заменяли на настоящее.
которое чаще всего давали в честь умершего родственника. С 7-8 лет детей приобщали к будущим обязанностям. Зрелым считался мальчик, который начинал самостоятельно охотиться. Это происходило примерно в 15-16 лет. С этого времени он мог вступать в брак. У энцев была принята традиция взаимопомощи. Помогали и родственникам, и соседям. В обществе порицалось воровство, неуважение к старшим и к гостям, а также неуважение к природе. Ведь именно она дает человеку все, что нужно ему для жизни. Сегодня большинство энцев живут и работают в поселках, но некоторые все еще продолжают заниматься традиционной охотой и оленеводством. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий, а также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.